Всем привет-привет и добро пожаловать в новое видео. Я таки снова не усидела дома и решила съездить в однодневное путешествие в город Пештера. Он находится всего в 40 километрах от Пловдива, и у нас будет три основные локации. И я сейчас нахожусь на первой, и это пещера Снежанка. Я доехала до паркинга, сюда можно добраться на любой машине. Неплохая дорога, есть бесплатный паркинг. И сейчас мы будем с вами подниматься по лестнице к самой пещере. Я вам скажу, сколько это займет минут. Погода сегодня хоть и показывает 3 градуса, здесь еще что-то типа снежка лежит, но поют птички. И как-то так вот, не знаете, немножко пахнет весной. Так что давайте пошли наверх. Значит, вот так выглядит паркинг, достаточно вместительный. Здесь летом, наверное, барбекю, что-то готовят, но сейчас все закрыто. Вот так начинается экотропа к пещере Снежанка. Сейчас будем подниматься с вами по лесенке и наверх, 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 наверх в лес. Я прошла всего лишь пару минут и уже запыхалась, потому что я отвыкла от физической активности. Я почти всю зиму лежала дома, никуда не ходила, не выезжала, даже в спортзал перестала ходить, поэтому сейчас мне немножечко тяжело. И вот для таких, как я, сделаны беседки вдоль маршрута, чтобы можно было посидеть чуть-чуть, отдохнуть. Кстати, попрошу заметить, болгары вообще очень курящий народ, поэтому даже вот в таких вот беседках есть пепельница, и написано «Потуши сигарету здесь», чтобы не нанести вред окружающей среде. Так, сразу говорю, здесь нужна удобная обувь в любой период. Сейчас болото и грязь, у меня вот такие мои тепленькие Коламбия. А вот летом у меня тоже есть специально для гор с хорошей сцепкой и протектором. Так что будьте готовы к тому, что, наверное, в шлепках вам тяжело будет подниматься. Или в светлой обуви. Ребятки, я чуть не сдохла. Это было тяжелее, чем кажется. Я даже завязала хвост, потому что очень жарко. Сняла куртку. У меня еще термобелье, что я, наверное, погорячилась. Короче, я дошла. Что-то я там намутила со своими Apple Watch. Пока не могу посмотреть, сколько я километров прошла и за сколько времени. Если я найду, я напишу. Но вообще говорят, что это 800 метров всего лишь. Но, блин. Но я думаю, что любой дойдет. Тут даже взрослый человек поднимался. Пока я здесь одна. И один сотрудник. Через полчаса, через 20 минут начинается экскурсия. В эту пещеру можно войти только с экскурсоводом. Сейчас пойду покупать билетик и покажу вам, какие кошечки здесь живут. Смотрите, какие колбаски. Говорит, что здесь 7 котиков живет. Такие лапочки. Ты дашься погладиться или нет? Маленький. Ой, ты какой даешься. Холёсый какой. Да. И Марка, да. Я немножечко ошиблась. Здесь вход не с экскурсоводом. Здесь она, в принципе, есть часы работы и дают вот такой вот буклетик. Вот. С аудиогидом. Здесь есть, надеюсь, меня слышно, здесь есть Wi-Fi бесплатный, сканируешь QR-код, и на 3 языках проходит экскурсия. На болгарском, на русском и на английском. Поэтому сейчас будем заходить. Значит, что я хочу рассказать про эту пещеру. Ей около 3,5 миллионов лет. Открыли ее, обнаружили в 1961 году, и спустя 9 лет ее открыли для посетителей. Так что давайте смотреть. А еще здесь, как и во многих пещерах Болгарии, зимуют летучие мышки, но она не закрывается на зимний период, потому что есть пещеры, которые закрываются, чтобы не беспокоить малышей. Здесь часы работы, контакты, если вдруг вам понадобится. Так, мы заходим. Здесь нас встречают вот такие лесенки. Нужно быть осторожным, чтобы не подскользнуться. Здесь очень влажно. И, кстати, по ощущениям здесь теплее. Здесь 8-10 градусов.
круглый год. Так, бережем голову. Ой-ой-ой. Здесь разрешают снимать, все нормально. Ой, я здесь одна. Основной наплыв туристов идет летом. Так что зиму я одна пришла пока. Опа. Все, зашли. Я, наверное, аудиогид включу потом, послушаю, потому что мне нужно снимать, а я снимаю на телефон, я не могу и слушать, и снимать. Надо выбирать. Поэтому я сначала поснимаю, потом послушаю, и, возможно, закадрово вам расскажу что-то интересное из этого аудиогида. Идемте. Итак, Снежанка встречает нас первым залом, залом вымени. Такое необычное название он получил из-за характерных образований на потолке. Они, правда, напоминают вымя коровы. Вообще в этой пещере можно увидеть целый набор красивых природных форм. Вот и драпирии. Они реально похожи на каменные занавески, будто их аккуратно разложили прямо по стенам. Есть сталактиты, которые свисают с потолка, сталагмиты, которые растут с пола им навстречу. Когда сталактиты и сталагмиты все-таки встречаются, получаются сталактоны, цельные колонны. И такие в Снежанке тоже попадаются. Пока гуляешь по залам, тебе постоянно предлагают разглядеть фигуры в причудливых формах. Например, вот это медведь, который смотрит в потолок. Смогли разглядеть? Я нет. Видимо, это для людей с более ярким воображением. А вот здесь уже точно увидела замок, и тут у меня картинка сложилась сразу. Интересно, что археологи нашли здесь следы людей еще с 6 века до нашей эры. Об этом напоминает экспозиция с остатками очага и фрагментами глиняной посуды того времени. И в какой-то момент понимаешь, это место не только про красоту, но и про жизнь, которая здесь когда-то была. Дойдя до конца туристического пути, можно рассмотреть белые кальцитовые натеки и даже фигуру Белоснежки, а по-болгарски это как раз и означает снежанка. Уже иду обратно. Спускаться, честно говоря, с одной стороны проще, а с другой стороны как-то прям скользко. Нужно быть аккуратной. Что мне понравилось, хотя это считается маленькая пещера, но я была и в меньшей пещере. Красиво. Я, честно говоря, рекомендую сюда подняться. Классно, что есть аудиогид на русском языке. Там тетенька все подробно рассказывает, какой зал, что там находится, что такое сталактиты, сталагмиты, сталактоны. Что-то я послушала. Знаете, какую ошибку я сделала? Что я не послушала аудиогид сначала, потому что я на обратном пути слушала и такая: о, а это на это я не обратила внимания, или на другое я не обратила внимания. Вы, если не будете снимать, я думаю, как я, там каждый шаг, то вы включаете аудиогид и идете, и она вам постепенно все рассказывает. Идем. Погода вообще шикарная. Мне прям нравится. Солнышко пробивается. Восторг. А вы, когда будете спускаться уже вниз, в районе второй беседки, проходите вперед. Это мне сотрудник из пещеры рассказал, что здесь как панорамная площадка. Вообще, вон туда спускаться вниз, и вы проходите буквально чуть-чуть прямо. И сейчас посмотрим, какие панорамы открываются. Ага, вот она, буквально 2 шага. О, боже мой, смотрите, как красиво. Вау. О, блин, ну реально красиво. Я бы сама не додумалась сюда дойти. Посмотрите. Вообще шикардос. Я вот стою на этой панорамной площадке, так мне нравится. Я вам сейчас кое-что интересное расскажу. Короче, я спускаюсь, а мне навстречу поднимаются туристы. Я смотрю, а это, оказывается, блогеры. Я не знаю, если честно, они с России или с Украины. Они раньше жили в Польше, сейчас они переехали в Болгарию. И я буквально перед этой поездкой я смотрела разные ролики на YouTube, и мне попался их целый влог. Они там последние были в Банске, в Пловдиве, где-то на западе Болгарии. Я уже не один их влог посмотрела, и смотрю, это они. Мне прям было, честно говоря, так приятно с ними увидеться, не знаю почему,
Ну, потому что я буквально на днях смотрела их ролик. Мы поздоровались, поговорили. Они сейчас тоже поднимаются на Снежанку. Я думаю, что это в их ролике следующем тоже будет. Но сначала перекус. Бутербродики из дома. Утром себе сделала чаек в термосе. Кайф. Солнышко вышло. Смотрите, какой красивый вид открывается на город Пештера. Мы с вами заходим. Я не сказала, что это крепость Перестера. Мне дали вот такую карточку. Сейчас будем заходить. Оп. Смотрите, как красиво. Беседочка нас встречает. А мы снова поднимаемся по лестнице. Но не так долго, как к Снежанке. Так, сейчас мы заходим в Паракликс. Я заговариваюсь. Заходим в Паракликс. Какой Паракликс? Параклис. Господи. Я так понимаю, что здесь должны были быть видны раскопки. Может быть, какая-то посуда древняя, но из-за конденсата вообще ничего не видно, к сожалению. Что-то там вот вон есть. Здесь. Вот здесь вот получше видно. Так, здесь опять глиняная посуда. Помимо глиняной посуды, здесь еще, видимо, находились золотые монеты середины VI века. Вот раскопки. Крепость Перестера. В переводе с греческого «крепость Голубь». Есть красивая легенда. Когда в 313 году в Византийскую империю пришло христианство, местные жители выбирали, на каком из окрестных холмов построить свою церковь. И в этот момент с холма Свята Петка взлетела стая голубей. Это приняли за знак. Так закрепилось и название. Сама крепость датируется примерно IV веком. Обратите внимание на красную линию вдоль крепостной стены. Ниже нее то, что нашли археологи во время раскопок, настоящая основа. А все, что выше, это уже реставрация. И главное, что делает Перестеру особенной. Церковь на территории крепостей Болгарии – это обычная история. Но здесь храмы строили прямо в оборонительных башнях, чтобы воины могли молиться, не покидая укрепления. Такая структура есть только здесь и еще в 2 крепостях в Сербии. Здесь пишется, что в таких вот емкостях, которые были вкопаны в землю, как я поняла, солдаты сохраняли провизию в таких импровизированных холодильниках и могли выдержать осаду до 1,5 лет. Это мы выходим с вами обратно, откуда заходили. Судя по всему, это все. Там выход. Мы вышли с крепости. Давайте чуть обойдем. Я поговорила с тетенькой, которая работает в информационном центре в этой крепости, и она такая приятная женщина, она много мне рассказывала. В общем, она сказала, чем уникальна эта крепость. Потому что здесь, на территории крепости, была построена церковь, даже 2. Вообще существует, по ее словам, всего лишь 3 крепости в мире. 2 в Сербии и 1 вот эта вот Перестера. Представляете?
Вообще она рассказывала про то, что Болгария достаточно свободная страна. Я, наверное, где-то с этим соглашусь. Да, они живут бедно, и от этого они прям злые на жизнь. Эм, Но а, здесь больше свободы. Здесь тебя никто не притесняет, так как в Германии. И правда, здесь прям чувствуется вот эта свобода. Может, потому что я катаюсь по природным достопримечательностям, я очень люблю природу. Я прям чувствую здесь вот свою личную свободу. Вот прям мне очень нравится. Сейчас мы с вами направляемся в музей социализма. Вспомним детство. Там всякие должны быть артефакты, не знаю, машины, какие-то там игрушки с этой эпохи. Так что сейчас все посмотрим. Музей находится в здании отеля. Идемте смотреть. Вот столько стоят билеты, а мы с вами идем за шторку. Ух ты. Смотрите, машинки всякие разные. Пластилин, карандаши, все с тех времен. А вот и жвачки Турбо, наклеечки. Я здесь не все знаю, только Турбо. А вот здесь болгарский лев разных времен. Как наша гривна эволюционировала, так и болгарский лев. А теперь посмотрите, какое количество болгарских сигарет. Шибко. Где-то еще Родопи должны быть. Может быть, я их не вижу просто. Вот, нашла. Это одни из самых популярных. У меня даже муж курил их когда-то. Представляете, насколько он у меня взрослый? А это отдел с игрушками. Кто узнает что-то из своего детства? Я вот узнала мозаику. У меня вот такие были мозаики. Прям я помню, как сейчас. Счеты. У меня была такая неваляшка. Я ее помню. Игрушечки еще. Что-то такое мне тоже было, кстати. И пианино похожее было. А вот такого не было. Я была бы очень счастлива в своем детстве, потому что я в детстве мечтала стать прододателем. У меня мама работала в магазине, и я очень любила, у нее были вот такие как раз весы. Мне так хотелось быть продавцом, когда я вырасту. А это алкоголь. Всякие разные. Пепси, это единственное, что я узнала. А вот Кока-кола, Швепс, еще игрушки. А дальше мы с вами пройдемся по машинам. Как я посмотрела, здесь в основном Лада, Москвич. Сейчас не знаю, найдем еще что-то или нет. Лада. Так, как это называется? А, это тоже Москвич. Запорожцы. Волги. Ну, понятно, социалистическая эпоха. У кого такие были? У меня такого не было. Прикольно вообще. В очень хорошем состоянии, кстати. Это же, по-моему, Иж Юпитер 5, если я не ошибаюсь. А ну-ка, давайте посмотрим. Да, Иж Юпитер 5. Я узнала, у моего дяди в деревне был такой мотоцикл, только красный. Он мне постоянно катал, когда я была маленькая. А в этой люльке у него ездила большая собака с ним на работу.
Кстати, вот что-то похожее у нас было у бабушки, но уже не в нерабочем состоянии. Это что? Это камера, наверное. Компьютер. Смотрите, техника. Фотоаппараты. У меня уже были, но поновее. Что это? Даже не знаю, калькуляторы. Пылесос. И, кстати, у нас что-то было похоже на это. Вряд ли чайка, но вот такой вот длинный, как цилиндр, у нас был когда-то пылесос еще в моем раннем детстве. Это фонарики. Я прям прослезилась. У нас вот такой вот металлический фонарик был тоже у бабушки в моем детстве. Вот телефоны. Этот вообще я точно не застала. У нас было как бы что-то вроде этого. Красный, я помню. Вот еще. Боже, это, смотрите, вообще раритет. Это уже какие-то другие машины, о которых я даже, честно говоря, никогда не слышала. Бартбург. Это вообще что такое? Честно говоря, не знаю. Вот Шкоду Октавию я знаю, но в более новом исполнении. Это тоже Шкода, смотрите. Это Шкода. Произведен, сейчас скажу, 69-й. С 69 по 77 год его выпускали. Это Рено. Прикольно. Что я увидела? Боже мой, посмотрите. Я сейчас буду плакать, я не знаю. Посмотрите. Какая прелесть. Я помню, когда я была маленькая, у бабушки в деревне вот такие вот коляски были у местных. И я помню, в детстве очень любила катать коляски. Я не знаю, у меня прям любовь к коляскам была. И я у бабушки катала каких-то соседских детей большой коляски. Но когда-то мне родители подарили, сейчас вам покажу похожую, которая здесь стоит, синяя такая дермантиновая, вот прям мини-копия настоящей коляски того времени. Вы не представляете, моему счастью просто не было предела. Вот я ее помню как до сих пор. Я не знаю, где она, а очень жаль. Я представляю, вот какие бы сейчас воспоминания она бы мне распечатала. Даже не помню, где она, если честно. Вот что-то типа такой коляски у меня синенькая была. Так, что это такое у нас? Фены, расчески, плойки. Боже мой. Боже мой. Так, это мне сложно сказать. Здесь почему-то нигде не подписано. Может, это, наверное, бритвы, насколько я поняла. Колготки. А вон обувь того времени. Ну, сейчас тоже такие выпускают, если честно. Ничего нового здесь я не увидела. Так, еще одна экспозиция. Честно говоря, из этого я ничего в своем детстве не помню. Даже у бабушки. Кто что вспомнил, напишите. Ну, понятно, что это такое, но реально не помню. Так, а это, я так понимаю, конфеты. Всякие сладости. Здесь вот такое вот. Я помню, вот такие весы были у бабушки. Машинки таких внушительных размеров. Вот моя рука. А здесь что-то, это, я так понимаю, кондитерский шприц. Простите, я заговариваюсь. Кофемашина. Какие-то там формочки. А вот это не знаю, что это. Если кто-то знает, напишите, что это. Еще одна распаковка воспоминаний. У нас были что-то вот такие вот, типа таких телевизоров у бабушки. А те вообще, такие я уже не помню. Радио. Вот, по-моему, вот такая вот у нас была ерунда. Да, и сверху открывалась там пластинка. Вот такая вот у бабушки была.
Может быть, до сих пор, кстати, есть. И еще кассеты. Это тоже мое личное воспоминание. Но видеомагнитофона я здесь, кстати, не вижу. Смотрите. Тоже телевизор. Батареи. А где видеомагнитофон? Или еще тогда не было? Какие-то девайсы. Это еще бобины. Насколько я поняла, это бобины. Боже, сколько им лет. А сейчас мы с вами едем на 4-ю внеплановую локацию. И это панорамная площадка с видом на город. Смотрите, какой вид открывается с этой точки. Весь город Пештера. Я вам показала, какая панорама открывается с того места. А сейчас я поднимаюсь. Через дорогу находится крест. Я не знаю, к чему он приурочен. И как качелька. Сейчас вам покажу. Я не знаю, что это такое, но сегодня просто день воспоминаний. Вы помните, это, по-моему, Флинстоуны. У меня была книга в моем глубоком детстве. Вы помните? Я не знаю, был мультик или нет, но книга у меня точно такая была. Это типа их машинка, наверное. Люлька-то на любовь-то. Это качель любви. Вот для пары, для одиночек. И скамеечка в виде сердечка. Еще раз посмотрите, пожалуйста, как это потрясающе выглядит. И пока я катаюсь на качельке для одиночек, хотя и не одиночка, хочу еще раз вам рассказать о какой-то магии сегодняшней, потому что я приехала в пещеру, была хорошая погода. Я гуляла по крепости, была хорошая погода. Потом я приехала в музей закрытый, дождик был. И сейчас, когда я решила подняться на панорамную площадку, опять солнышко. Но это же чистое везение. Очень круто. Так, на этом мое путешествие подошло к концу, как и этот влог. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам было со мной интересно, потому что мне было очень интересно. Это офигенный день. Я не думала, что один городочек подарит мне столько эмоций. Желаю вам хорошего дня, побольше путешествий и увидимся с вами в новом видео.